Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Овен на канале Таро Инспирационе. Таро расклад, Таро прогноз, чего вы не ожидаете. Скрытое апреля месяца 2026 года. Что уйдет, а что придет взамен. Таро прогноз и цыганский старинный пасьянс. События, которые спешат в вашу жизнь. Так вот, давайте узнаем, что же там скоро и неожиданно. И то, что вы пока не видите, а это, тем не менее, произойдет и случится. И перейдем к нашему раскладу. Первым у нас идет цыганский старинный пасьянс. Никогда не знаю, что совпадет, поскольку всегда сюрприз сам по себе. Маленькие карты с рандомной выдачей. Итак, какие события? А они нам больше о событиях говорят. Что же там скоро случится для овнов в апреле месяце? Из разряда того, что вы не ожидаете, может быть, внезапно. И из разряда того, что уже теперь и не имеет смысла, потому что уже как будущее на пороге стоит. Смотрите, у вас победа. Более того, это, знаете, когда вы можете решить окончательно какой-то вопрос. А если мы спросили, что уйдет, тут ведь не обязательно, что что-то или кто-то уходит, а это то действие, которое вы осуществляете, то, что мы говорим, доводим до ума. И потом уже к этому вопросу не возвращаемся. Но у вас выпадает маска. Маска – это всегда скрытый враг. Или это та персона, которая себе не заявляет. Это та, которая действует как-то очень осторожно, аккуратно. Транслирует нам одно, а действует как-то по-другому. Ну, давайте пройдем дальше и узнаем, что же нам в связи с этим скажут. Я бы сказала, смотрите, у нас следующее значение с вами выпадает – деньги. Это вот как раз где-то близко к маске. Может быть, это по деньгам какая-то такая неоднозначная история, которую вам надо очень красиво совершить. Вот что я хочу предупредить. У вас выпадают мечи скрещены, это всегда внутреннее состояние тревоги. Ну, давайте рядом с маской скажем. Это ведь где-то интуиция может быть ваша, которая вас останавливает и говорит: стоп, Овен, а вот с этим нужно быть аккуратным. Или как-то нужно действовать очень осторожно. И эти вопросы могут касаться как и денег, так это может касаться еще и каких-то официальных бумаг, потому что открытая книга – это у нас всегда учреждение, организация. И стало быть, это могут быть какие-то важные персоны, люди, лица. Может быть и человек такой, хотим мы того или нет, а нам с ним нужно как какую-то конфигурацию правильную сложить, мои дорогие. Вот что-то подобное может быть. Но тем не менее, может быть, это, ну, так отвлеченно говоря, какая-то третья сила. Может быть, для кого-то из вас, как новый совершенно человек, с которым просто нужно, да, пока, ну, пронаблюдать за ним, например, или посмотреть, насколько слова расходятся с делом. Ну, у вас ведь вообще волшебно получается. Смотрите, колчан со стрелами совпадает. Напомню, в нашем раскладе, пасьянсе, точнее, цыганском старинном, мы можем соединять те карты, которые в крайних рядах, по горизонтали и по вертикали. Колчан со стрелами – полное исполнение желаний. Мы будем реалистами, всегда говорю. И рассмотрим значение выпавших карт с позиции позитивной психологии и здравого смысла. Но какое-то желание, не случайно же у вас с самого начала победа, которая открывает путь, буквально открытый путь. Для кого-то из вас это может проиграться как переезд, планируемый переезд, или просто дорога, перемещение, или то, что вы будете какое-то путешествие планировать, может быть, важную встречу с человеком, важный разговор. Но осторожность вам точно не помешает. Смотрим, что мы еще можем соединить. И я не вижу больше совпадений, мои дорогие овны, поэтому давайте узнаем у карт Таро поподробнее. Что же нам расскажут? Итак, что же завершится? Или от чего вы откажетесь сами? Что уйдет? Что в вашей жизни словно само пытается, возможно, от вас оттолкнуться или стремиться уже, как, знаете, определиться и уже к этому не возвращаться? Вот смотрите, аркан умеренности. Здесь может быть его величество случай, который дается один раз, будьте внимательны. Не случайная случайность. Важный контакт, важная встреча,
получения важной бумаги, информации, которую вам нужно продумать. Это может быть с таким своеобразным добрым триггером, когда одновременно вместе с этим заканчивается какое-то ожидание. И вообще приготовьтесь к тому, что долгое время, возможно, вы вот именно, ну, либо вынуждены были что-то ждать, или когда вы не знали, как поступить. И буквально для кого-то может проиграться, как поездка. Раньше не было возможности, а теперь они будут. И это может начаться с какого-то такого, ну, незначительного нюанса, мои дорогие. Всегда по аркану умеренности сам создан этот аркан, он имеет такую прооснову, как исторический факт. И умеренность, мы говорим, это, знаете, холодная голова прежде всего. Потому что нужно же еще ухватить этот шанс, увидеть нужно. И пусть это будет даже, знаете, как подсказка вашей души, вашей интуиции. Или так складываются как-то обстоятельства. Не отмахнуться, не сказать себе, что это что-то мне показалось. Вот что еще из вашей жизни уходит? Люди уходят, которые вам создавали путаницу. Уходит, может быть, вот такая разношерстная информация, когда начни проверять, а потом оказывается, что там много каких-то фейков, может быть, или какие-то такие неточности, но эти неточности, они очень важны. Может быть, конкретные люди, которые сами не знают, к чему стремятся. Вот, кстати, и у вас рыцарь жезлов – это импульсивность. Уходит ваша где-то импульсивность. Вы понимаете, а у нас планетарно даже так вот сейчас энергии складываются, что вы вашу силу переводите именно в свою собственную. Не в ту силу, когда на импульсе вы бы могли горы свернуть. Здесь вы уже готовы для себя эти горы сворачивать, и поэтому более вдумчивая, в чем я участвую, а надо ли мне в этом участвовать, кто меня окружает, в целом что уходит. Как будто неизбежно вы будете пересматривать свое окружение, кому вы доверяете. Или вот знаете, как рентгеном словно сканировать, просвечивать каждого человека, что от него ожидать. Уходит, знаете, ну где-то, если даже вас раньше, какая-то непредсказуемость момента, может быть, драйв, эмоционально так цепляла, звала вот как на новые победы или на какую-то активность. Сама конфигурация ваших действий, мои дорогие овны, она меняется. Что уходит? Пусть идет, хочется сказать, да? Девятка мечей, это знаете, как мы долгое время, как внутренние сомнения, страхи, а может так, а может по-другому поступить. Это то, когда, кстати, по этой карте идет инсомния, и поэтому для кого-то из вас бессонница, если вас буквально замучила. Ну и опять же, конфигурация планет у нас такова, что вы можете рассчитывать на то, что можно вырулить на обгон. По крайней мере, это я так иносказательно, конечно, говорю. Дела пойдут в гору, потому что вот такие вот разрозненные карты, а с учетом девятки мечей, ведь это всегда, знаете, как искаженное восприятие. Полночи думали, ничего не придумали, на утро заново думаем. То есть долгое время какая-то история стояла у вас на паузе. Я, кстати, могу предположить, что уходит. Когда у вас что-то не решалось, именно потому, что, может быть, вам так казалось, может быть, это было объективно, что вам как будто кто-то мешает, создает определенные препоны, что уходит. Ну вот сама карта подводит уже буквально нас к такому барьеру, итогу. Карта доброй трансформации, быстрого развития событий. Когда, если мы сказали, пауза заканчивается, то на смену вот этой паузе придет динамика, это точно. И эта карта, она иногда так и называется, как бы вырулить, ну, подразумевается, да, значение вырулить на обгон. То есть как-то веселее все пойдет. Ну, наверное, все уже у нас начинается апрель с вашими энергиями, и поэтому это ваш, по сути дела, месяц, мои дорогие. И, скорее всего, вы будете чувствовать больше сил, больше уверенности, больше бодрости даже. Но, может быть, если прежде, вот, видимо, какой-то подготовительный этап, а то и какая-то заминка, пауза была необходима, потому что теперь они, как вот ваши действия, они немножко через другое переосмысление идет. Если бы раньше, может быть, вот как по рыцарю жезлов, вы бы сначала, может быть, ну, как кинулись на выполнение какого-то дела или на участие в чем-то,
А здесь вы сначала будете думать, потому что как переосмысление через тот опыт, который был прежде. Что придет взамен? Что нового идет в вашу жизнь? Что спешит, мои дорогие? Что же то, что уже мы не можем отменить? Те события, которые идут в вашу жизнь. Итак, что придет взамен? А вот смотрите, какой-то конкретный человек или необходимость в таковом. По этой карте иногда идут юристы, адвокаты. Да, это как узкие специалисты. Могут быть и врачи, а могут быть люди, работающие с металлом. Иногда люди в погонах. Вот у вас, кстати, выпадает, и рядом карта отшельник, вот я уже вижу. И у вас выпадает книга. А книга, мы сказали, учреждение. Поэтому, да тем более, с учетом аркана отшельник, может быть, вам нужно решить какой-то вопрос, который касается сложной темы, включая документы, включая знание закона, оформить бумагу, от которой у вас как путь открывается. И тут правда, смотрите, маска, и в аркане отшельник, всегда отшельник несет фонарь. По преданию карты это наша интуиция. И прежний период, прежних месяцев, он был сопряжен с тем, что вам, как Вселенная, давала множество ситуаций, чтобы вы научились доверять себе. Может быть, не столько людям, где-то это тот момент, когда вы сначала анализируете, а потом, может быть, спрашиваете, а так ли уж мне нужно в этом участвовать, и только потом, если говорите твердое «да», то вы на что-то соглашаетесь. То есть не про импульс ни разу, про мудрость, мои дорогие, про интуицию. И вот фонарь включается ровно тогда, когда нужно. Вот зажегся фонарь, и что видит? Змея. А у вас, мои дорогие, маска. Слушайте свою интуицию. Здесь ведь это вам может быть хорошее подспорье, если вам необходимо провести какой-то важный диалог, важную встречу или с кем-то договориться, что придет взамен. У кого-то из вас может быть смена работы. Или это всегда мы, знаете, как движемся по направлению к собственной мечте, причем сами все осуществляем. У кого-то построение карьеры. Или когда вот вы уже в чем-то профессионал, допустим, да, ваша работа, а вы тогда выходите как на новый виток вот этой карьеры. Или строите для себя, может быть, даже у кого-то самые первые шаги. Для кого-то это может быть, иногда карта проигрывается как карта ремесленника. Или того человека, который работает сам на себя. Для кого-то из вас новая идея приходит взамен. Возможность заработать денег. Одна из лучших карт в колоде на деньги, на работу, на сами по себе возможности. И причем это тут четко человек. Практик нам показан. Тот, который знает, что он делает, зачем он это делает. Это точно, смотрите, а у кого-то будут, причем очень добрые подвижки по части работы, я имею в виду. Это может быть как ваше желание, к примеру, даже отправиться на курсы. Или вы будете рассматривать какое-то новое направление. Для кого-то из вас может быть какой-то важный контакт в течение апреля, когда встреча с человеком вас как надоумит на какой-то план, мои дорогие, правда? И вы так вот, не будет этот план выходить из головы, и вы подумаете, дай-ка я это переложу, а почему бы мне самому это не осуществить? Вот что-то такое может у вас зародиться. Вот правда, будьте внимательны к неожиданным событиям, или пусть это даже собственные инсайты, собственные подсказки, или даже встреча. Знаете, иногда мы оказываемся, ну, как попутчики или люди, с которыми мы понимаем даже, ну, это вот сейчас время, да, вот. Мы можем встретиться где угодно, допустим, в кабинете какого-то офиса или в коридоре того же офиса или учреждения. Вот та незначительная беседа, когда слово за слово, просто бы, может быть, как общаться, убить время. Но вот даже в таких, казалось бы, мы ведь не собирались там что-то обсуждать с человеком важное. Но ход мыслей той персоны, которая, вы понимаете, раз встретил, ну и забыл об этом человеке. Но тут вот именно так может сложиться конфигурация вашей мысли, когда приходит подсказка, и вы знаете, как «О, Эврика, я теперь знаю, как поступить». И вот к такого рода подсказкам будьте тоже внимательны. Здесь могут быть изменения у кого-то в коллективе, могут быть изменения и в руководстве, мои дорогие. Но работы будет много. Вот что придет взамен.
А если это две работы или второе направление, вы это выдержите, это точно. Потому что первое, вы будете увлечены, вам это будет нравиться. Второе, то, что вы видите в этом смысл. А третье, вы будете, ну, наверное, с каждым шагом продвижения видеть, что это вот совершенно другие перспективы перед вами открываются. Все-таки работа, деньги или какие-то важные встречи, документы, вот это то, что приходит взамен той паузе, которая уходит. Или людям, которые ненадежны. Или, может быть, вашему импульсу, когда мы не успели что-то додумать, согласились, потом сели думать, ай, елки-палки, да зачем мне это было нужно? Давайте узнаем, скрытое апреля, чего вы сейчас не видите, о чем вы не предполагаете, что будет для вас внезапно, неожиданно, возможно, вас удивит. Известие точно, мои дорогие, известие или какая-то новость, когда, кстати, после мы можем получить какое-то письмо, может быть, буквально бумага или телефонный звонок, СМС. По тузу мечей мы с чем-то определяемся. И вам как по судьбе. Неожиданная новость, карта кармы, аркан справедливости, когда нам говорят, а вот теперь лабиринт закончился. Вы знаете, по аркану справедливость тут была такая история, когда вы прежде, скорее всего, сделали что-то очень правильно, очень хорошо. Вышли из какой-то сложной, запутанной истории, возможно, как из, знаете, паутины вырвались, вот ей-богу. И по аркану справедливость вот теперь именно как пространство, Вселенная вам дает какой-то шанс. Вот правда, не упустите какой-то шанс. Когда вот именно тройка мечей, это вы даже горевали по какому-то поводу. Вы, может быть, даже думали, нет справедливости. Вы могли, ну, сожалеть о том, что что-то, может быть, не сложилось. Или вы могли себя где-то корить, что вот в тот момент какой-то нужный, как момент X, вы не сориентировались. А тут вам даст лучшую какую-то возможность, мои дорогие. Здесь может быть важная встреча, важный человек. Здесь может быть тот человек, который вам придет в помощь, выручку. А точно так же это может быть какой-то проект, который лет 10-20 будет длиться. Иногда по этой карте марафонский забег, что будет неожиданно, пятерка пентаклей. А что с ней связано? А вот знаете, тут действительно вы будете расставлять все по местам. Смотрите, какие карты. Что для вас будет где-то скрыто, неожиданно. Вы сейчас можете о чем-то еще сожалеть, но оно уже уходит. Может быть, это та самая пауза, а может быть, это для кого-то даже то, что вы включились в какой-то вопрос, потому что из добрых побуждений кому-то вы помогали, а потом вы осознаете, что я зря действительно в этом участвовал. Для кого-то из вас это будет тот проект, за который вы взялись, опять же, но бонусы получил кто-то другой. И вы могли себя корить, что ну зачем я в это дело ввязался. Так вот, а что же вас удивит? А тут вас удивит какая-то добрая новость. Из этой новости еще одна вытекает или добрые вести. Вы тут меняете полностью, как на самосохранение, собственной энергии. Я уже говорила об этом, вы как бы по-другому работаете с информацией. Здесь вас может удивить сама по себе, как и новость, и не одна. Причем вас может удивить какой-то человек. Для кого-то из вас это будет связано с детьми. Дети вас удивят, приготовьтесь вот к этому тоже. А для кого-то из вас это будет где-то означать, что то, что вы, кстати, раньше, может быть, думали, но потом вы от этого отказались. Сказали, я не могу. У меня для этого сейчас нет как будто ни возможностей, ни предпосылок, потому что вот все время вам что-то мешало. Но, может быть, то, что вы выстояли какой-то сложный период, вот вам сейчас, как пространство в апреле месяце, отдает вот эту в виде возможностей или каких-то очень важных шансов. Спадает пелена с глаз. Спадает, как, знаете, долгое время, когда мы словно шли не туда. Или выбрали в собственные приоритеты не те задачи. Или подумали, что те люди, которые мы думали, они нам друзья,
вот эти самые единомышленники с нами заодно. Мы тут тоже видим, нет, не нужно доверять этому человеку. Причем вы это видите заранее. Не тогда, когда уже нужно что-то перекраивать, перестраивать. Я, конечно, этого не исключаю, все же расклад общий. Но для большинства из вас, мои дорогие овны, вы уже теперь видите вот как ясным взглядом, кто на что способен. И вы теперь многократно сильнее, потому что по десятке кубков изобилия, процветания. И где-то это с элементом неожиданности того, что вы, как это скрыто. Поэтому будьте внимательны как и к новостям, как и к каким-то собственным идеям, подсказкам интуиции. И, знаете, не корите себя за то, хочется сказать, если прежде у вас не получился какой-то проект. Поверьте, мои дорогие любимые овны, вам пространство даст еще не одну идею, причем более такую действенную, более надежную, и людей, у кого даже были разочарования, которые касались именно персон. Уйдут прежние люди, а на их место, святое место пусто не бывает, придут совершенно другие персоны, которые именно под стать вам, или те, которые более надежные, которые вас готовы сопровождать. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые овны, все-таки у вас полное исполнение желаний на апрель, поэтому и тем более победа. Даже я бы сказала, с учетом всех карт, знаете, когда казалось, это невозможно осуществить. А тут вы поймете, для меня нет ничего невозможного. Вот такой у вас расклад. Оставайтесь со мной, мои дорогие, подписывайтесь на мой канал, читайте публикации на моем сайте, и все ссылки я оставлю в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.